сезон. Новый шанс вернуться в элиту и вернуть доверие тех, для кого Сибирь больше, чем просто хоккей. Но сезон начинается не на хоккейной площадке. Сезон начинается здесь, на улицах города. Сегодня день болельщика, и самые преданные поклонники Сибири организовали первый в истории марш фанатов. Сибирь вперед! В глазах восторг, мы долго ждали этой встречи. Пусть под коньком искрится лед, и будем лучшими мы в этот вечер. Вот выходит на лед команда моя, за которую дед и отец мой болел, на которую, будучи школьником, я с пацанами бежал и что силы и пел. Вперед, Сибирь, Сибирь вперед! В глазах восторг, мы долго ждали этой встречи. Просто прекрасный день, замечательные эмоции. Я считаю, это праздничная атмосфера, которую нужно обязательно делать. Болельщики соскучились по ней за лето. Мы соскучились по ним, по игре, по хоккею. И все в предвкушении перед стартом чемпионата как раз таки с позитивным настроением, с хорошим. Надеюсь, этот заряд передастся на весь сезон. И мы будем так же, как сегодня, и с удовольствием, и также прекрасно они нас будут поддерживать. У нас все удастся. Наши фанаты всегда нас как-то удивляют, поэтому ведь какой-то сюрприз им приятен тем, что идешь и не знаешь. Этот год особенный для болельщиков Сибири. Собственный воспитанник Владимир Тарасенко в составе Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли. В честь этого два художника увековечили его на этой стене. Такая самодеятельность не новость для мира хоккея и не новость для Новосибирска. Болельщики постоянно организовывают мероприятия, которые важны для всего города. Сам клуб, не имея звездный состав и огромный бюджет, понимает, что удержать лучших болельщиков страны можно только лучшим шоу. За последний год команда успела поиграть на замерзшем озере Маслянина, отправить легионеров играть в батарейку в метро, а также устроить благотворительный забег. Клуб заботится о своих маленьких фанатах. Пятилетний мальчик Сева оглашал составы на матч с автомобилистом, а походы команды в детские дома и забота о людях с ограниченными возможностями стали правилом для нашей команды. Ну а, пожалуй, самым крутым проектом стало первое в российском хоккее реалити-шоу «Попади в Сибирь», в ходе которого с победителями заключали полноценный контракт на один день. Это я всю жизнь что-то всегда придумывал, и делал. Эта идея есть у каждого человека на самом деле. И есть довольно-таки креативные, интересные идеи. Но чтобы эту идею, воплотить в жизнь, это нужно, во-первых, продумать это все дело, потом понять, как это делать, потом сделать это все. Это, на самом деле, вот любое мероприятие, оно готовится довольно-таки длительное время. Это не ради чего, но это, допустим, это первое наше шествие было. Это шуточное шествие делали, забивали гвоздь, где должен был строиться, сейчас новый ЛДС. И, просто мы это пошли подурачиться на самом деле. А, все это вылилось там в большое шоу, и, шоу сделали не мы, а, когда меня арестовали там, я якобы это из-за нарушений, но нарушений не было. И получилось так, что мы сами пропиарились очень сильно это на всю Россию. И клуб тем самым тоже пропиарился. Не от Сибири все зависит на самом деле, а зависит от финансирования и от тех спонсоров, которые есть у клуба. Это все строится на деньгах. Есть деньги у клуба, он это повыше стоит в ранге. Нет денег у клуба, он чуть пониже. Но вот этот баланс, он всегда, он есть и будет. Но это вот то, что бронзовый это год, просто выстрелила эта Сибирь, так получилось. Так сложились пазлы. Может быть, в этом году даже, это тоже, потому что команда, чем дружнее команда, тем выше результат на самом деле. Мы атмосферу не можем туда перенести. Мы просто переносим туда себя,
свои баннера, там, флаги. Ну и стараемся орать, чтобы нас команда услышала. Это получаем от этого эмоции. Это бывает, ну, когда много на выезда наездишься, уже перестаешь получать эмоции. Просто, ну, приходишь на стадион, флагами машешь, но эмоции, ну, не получаешь. Для этого нужен какой-то перерыв. Когда, ну, новый человек окунается в атмосферу именно, ну, то есть стадиона, чувствует вот эту энергетику от людей. Ну, у нас же стадион как, ну, в едином порыве. Опасный момент, бросок. Да вау, ну, когда мимо шайба прилетела. Ну, и когда, ну, гол, то, конечно, там, ну, вот эти вот эмоции, которые, ну, выходит энергетика от людей, она, ну, любого человека, даже глухого, зацепит на самом деле. В Сибири, ну, это, ну, и уровень жизни, и, допустим, недостаточно, я считаю, что шоу, концертов не так, как, допустим, в Москве и в европейской части страны. Поэтому, ну, для сибиряков вот и есть, ну, такой достаточно, ну, интересный досуг, ну, как сходить на хоккей, получить эмоции, посмотреть, ну, игру. Там каждая игра это как, ну, отдельная книга, ну, это, ну, отдельная драма на самом деле. Бывают драмы, бывают хэппи-энды, ну, как бы, ну, поэтому я считаю, что вот такая, ну, большая какая-то посещаемость. Меня привел отец. Как я думаю, со многими случается. Я помню, что это был, по-моему, матч, ну точно, это был матч высшей лиги. Сибирь тогда еще не вышла в Суперлигу, это случится года через 2-3. Это был, по-моему, матч с командой Янтарь или Кедр, что-то такое, да, то есть уже таких команд нет. Вот. И у меня просто отец сам занимался в школе Сибири, был защитником, бабушка его не отпустила в свое время в Воскресенский Химик, который был где-то примерно 4-й командой в Союзе. Вот. Поэтому все предопределено еще было тем, что я рос на Богдашке. Богдана Хмельницкого самая хоккейная улица. Здесь и во дворах всегда играли в хоккей. Я, правда, занимался другими видами спорта. Борьба, карате и так далее. Вот. И, наверное, лет, получается, 10-11 я был просто болельщиком. Не фанатом, не было меня никогда в фан-секторе. Я сидел на противоположных местах от фан-сектора. Вот. Но лет 10-11 я был просто фанатом, потом шла журналистика. Самая яркая традиция, очевидно, это «Славься, Сибирь» перед гимном. Во время гимна это фраза, которая раздражает некоторых, кто за пределами Новосибирска живет. Обвиняют новосибирских болельщиков в том, что они над гимном так издеваются таким образом. Это копируют, потому что уже давно «Славься, Амур» кричат в Хабаровске, подражая Новосибирску. Наверное, это главная традиция, которая отличает Сибирь от других команд. И я бы еще отметил другое скандирование. Часто в Новосибирске после матчей кричат «молодцы». И часто это бывает не после победы. Это, я считаю, отличает новосибирских болельщиков тем, что они понимают хоккей, они понимают, когда команда действительно билась, но могла проиграть, а когда нет. И здесь чувствуют, вот, когда есть самодача, а когда, ну, вышли так, покатать. И в этом плане новосибирских болельщиков очень сложно обмануть. В Динамовском стадионе проводят песню года. У людей немножко другие приоритеты. Наверное, сами люди должны понять и проникнуться тем, что хоккей, спорт – это лучше, чем театр, лучше, чем кино, потому что здесь нет расписанного сценария. Здесь все каждый день по-новому, каждый день непредсказуемо, чтобы вам не говорили букмекеры. Здесь нет места расписанным действиям. И я думаю, что кто приходит на стадион, те здесь остаются.
Я сам вовлек в хоккей уйму знакомых, которые подсаживались вот на этот лучший, наверное, в мире наркотик, самый безопасный, самый, я бы сказал, наверное, самый дешевый, несмотря на то, что кому-то билеты не по карману. Просто нужно больше людей сюда звать. Если ты уже позвал человека на хоккей, даже если Сибирь проиграла, он вот это чувство плеча, чувство того, что можно отбить пятюню незнакомому человеку, обняться с каким-то мужиком, которого ты никогда в жизни больше не увидишь, и порадоваться вместе. Вот это завлекает. И, наверное, вот нужно давать вот такие пробники всем людям города, чтобы они потом уже потребляли хоккей в других совершенно объемах. Сибирь – клуб не самых больших достижений. За исключением бронзы 2015 года, новосибирская команда не выиграла ничего существенного. Тем ценнее, что болельщики здесь действительно верят в команду. Она для них не пустой звук. И каждый крик поддержки создает эту неповторимую атмосферу. Еще в 2016-м Сибирь поставила абсолютный рекорд по заполняемости арены в КХЛ – 99,7%. Постоянные аншлаги создали необходимость в новой арене, которая уже активно строит к молодежному чемпионату мира. Она и станет новой домашней для новосибирской команды. Ледовый устарел, и сравнивать его с аренами большинства клубов КХЛ довольно-таки сложно. Но его история, люди, сидящие на соснах, чтобы посмотреть на игру, и уникальная акустика вызывают дрожь в ногах каждого соперника. Сибирь дома – это всегда фаворит. И каждый болельщик не раз задумается, что ему выбрать – любимый ледовый или новую строящуюся арену. Крыша, которая была построена уже позже, да, она очень низкая, она создает вот такой давящий антураж на соперников, деревянный пол, над которым смеются, может быть, в лиге, но когда ты стучишь по этому деревянному полу, а сверху крыша вот так давит, это вот когда-то на матчах еще Суперлиги был такой баннер «Добро пожаловать в ад». Вот такие ощущения, мне кажется, когда ты оказываешься вот в этом бурлящем котле. Поэтому на новом стадионе будет, конечно, по-другому. Необычный факт. Полный ЛДС собирался даже на играх молодежки. Спустя год после бронзы основа не пробилась в плей-офф. И тогда фанаты начали заполнять арену на играх сибирских снайперов. И мы сидели в раздевалке перед выходом на лед, и там стадион зашумел, стены задрожали, и он такой говорит: ребята, они ждут вас, и пойдемте. Все. Красный – цвет опасности. Именно так и болеют наши фаны. Агрессивно и самозабвенно. Новосибирские ультрас называют себя дружиной. Все эти фирменные кричалки про лучший город на земле, победа или смерть – действительно их девиз. Дружина заводит стадион, когда команда пропускает, а стадион затихает. Именно они запевают песни и поддерживают команду. И во многом благодаря им сложился этот образ нашего болельщика. Хоккей это вот, это для души, наверное, в первую очередь. У меня семья вся живет хоккеем, то есть, я не знаю, хоккей. Если сопоставить, допустим, работу мою и хоккей, где-то, наверное, хоккей немного выше занимает позицию, чем работа. Но работа, я говорю, это в первую очередь это заработок для семьи. То есть завтра, если мне предложили работу, допустим, где выше заработная плата, я бы, наверное, не задумываясь, ушел, скажем так. А что касается хоккея, это, наверное, в душе. Когда был Данил в первом классе, сын мой, мальчики начали увлекаться, а я вообще люблю, когда вся семья вместе что-то делает.
Для меня вот это главное было в хоккее, что мы куда-то вместе все выезжали, чем-то вместе все занимались. Мне кажется, это очень важно для семьи. Да, вот по вот этой фотографии давно были мы знакомы с Димой. То есть практически не то, что с самого начала, а когда вот у него вот это уже пошло. Когда начал скучиваться. А фотографий у нас с ним не было. И вот Данил бегал, его по стадиону выцеплял, и там решили, наконец-то они сфотографировались. Папу позвал друг, дал билеты, я, мама с папой поехали на первую игру. Так и пошло все. Им там практически на каждую домашнюю игру, допустим, вот та же, например, вот везде мы там побеждаем, там всякое такое, автографы, все же только с хоккеем, все семьей делаем. То есть, так вот. Открыть надо. Ты же все уронишь, я ж тебя знаю. Вся семья, как бы, она живет традициями. То есть есть какие-то вещи, которые мы надеваем на себя, атрибутика там, или кепки какие-то, или там, допустим, какие-то браслетики, которые мы берем с собой на матч, допустим. Вот, также и кто-то у нас может смотреть хоккей, потому что кто-то может не смотреть, потому что, допустим, если мы прошлую игру там как-то выиграли, там, в общем, есть традиция у нас. Они говорят, что невероятная атмосфера на стадионе, и отмечают это все, что как наши болеют и как поддерживают. Это невероятное братство, и правда, когда на это смотришь со стороны, просто по телевизору, то этого не понимаешь, а когда вот в этом всем варишься, как люди друг друга поддерживают, как люди с друг другом общаются. Мужчины мои, они каждый день, это в телефонах, это различные чаты, это звонки постоянно. То есть это такой постоянный коннектинг, знаешь. То есть постоянный разговор, постоянное общение, это очень объединяет, очень объединяет. И даже в бытовых вопросах, то есть где-то кто-то кого-то подвезет, где-то кто-то кому-то что-то там приобретет, привезет. То есть это, помощь такая зримая, то есть не просто болтовня. И это, конечно, ты меняешься. Тут выплеск всех эмоций, то есть даже у меня вот супруга, допустим, она по телевизору, не такой частый болельщик, скажем там, а на стадионе я ее не могу узнать, она там кричит, визжит, она радуется, прыгает, то есть там эмоциями всем живут. Чем отличается, допустим, сибирский болельщик от других болельщиков? Мы можем себе позволить там закричать там Сибирь, Сибирь там или еще что-то, или там обматерить того же судью, как говорится. Конечно, это два разных человека. Здесь я уравновешенный, вроде бы как контактный. И там, в принципе, контактный, там другой Александр, не такой, как на работе. Петербург, Казань, Владивосток, Москва. Болельщики Сибири везде. Вместе с командой они пересекают континент и показывают свою преданность любимому клубу. Люди тратят бешеные деньги на перелеты в ту же Прибалтику и на Дальний Восток. Для многих уже сложилась целая культура выезда. Поэтому, короче говоря, если приходите на фанку, то знаете, что надо стоять и не молчать. А надо прям натурально шизить и поддерживать Сибирь вдали, от дома. Они не могут представить даже возможность оставить команду без поддержки. Барабаны, кричалки и флаги – неотъемлемая часть матча с Сибирью. Даже те, кто переезжают жить в другой город, не оставляют команду и хоккей. Самое большое общество сложилось в Москве. Каждый матч родной команды – это целое событие для столичных сибиряков. Это тот случай, когда гостевая фанка перекричит весь хозяйский стадион. Это очень сложно, потому что каждый матч ты смотришь онлайн практически, потому что, живя в Москве, допустим, у тебя домашних серий, можно так сказать, назвать, это 5, с этого года. Это Москва, Динамо, ЦСКА, Витязь, Спартак, и добавился к нам Омск, так сказать, Балаших. Вот. И практически все остальные трансляции ты смотришь онлайн, ты их смотришь дома, смотришь на работе. Это сложно, потому что видишь эмоции, которые люди испытывают на домашних аренах, и хочешь их тоже испытывать, а чуть-чуть не получается.
Когда приезжают новосибирские болельщики, мы очень рады, особенно если мы их знаем. Многие нам пишут, там могут остановиться у нас, мы с радостью всех принимаем. Сибиряков своих не бросаем. Как бы особо какая-то встреча, наверное, нет, такого нету. Но с теплотой, с домашним уютом мы всегда принимаем на секторе, дома и везде. Мы очень рады, поэтому пусть пишут, звонят. Черный сектор! Мы сегодня не слышали, а слышали только Новосибирск! Все уже, наверное, на работе знают, что я болею за Сибирь, потому что, сидя за рабочим местом, видя, что я дергаюсь, это значит, я смотрю хоккей, и все уже переживают, моя команда сыграет. У нас есть там какие-то кричалки, возможно, которые кричим только в Москве. И когда сибирские приезжают из Новосибирска на выезд, они говорят, это ваши московские, мы их не знаем, это вы кричите. Только скажешь, ждем победы, и нам забивают. Никогда Сибирь не сдается! Шайбу! 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 Начинали болеть именно с домашнего стадиона в Новосибирске, и уже попадая в другой город, ты уже не можешь просто так это взять и бросить. Ты уже желаешь в этом остаться, желаешь это как-то продолжать, и чтобы это не затухало, и, как вот маленький островок ЛДС Сибирь, таким образом. Поэтому мы это постепенно, не сразу, конечно, как мы переехали, но, может, на второй год мы сразу стали ходить на матчи Сибири, и вот дети выросли, Даня стал барабанщиком, Вася подрастает, и вот эта вот культура вот таким образом у нас живет и не отпускает ни в коем образе. Потому что 7-й год в Все это делаем мы всей семьей, то есть это мы одна семья, мы постоянно катаемся на выездах. Важно, где она играет. Дома. Если есть малейшая возможность, надо ехать поддерживать. Если есть возможность выбраться на выезд, то мы всегда этой возможностью пользуемся. Потому что оставить команду без поддержки для нас тоже что-то невозможно. Да, просто, можно сказать, это засасывает тебя, и ты уже не можешь от этого отойти. Ты вроде уже там и с работы пришел, и устал, и среди недели, но пропустить это ты не можешь, потому что будешь потом кусать локти. Неважно, как сыграет команда, выиграет она или проиграет, все равно это маленькая страница истории в твоей душе. Ты можешь поддержать команду, неважно, проиграла, и это им дает большую уверенность, то, что есть, то, что неважно, проиграли или победили, все равно болельщики их поддерживают. Хоккей – это главный вид спорта Новосибирска. Пока чиновники убивают новосибирский футбол, а РЖД не спешит поднимать популярность волейбольного локомотива, одна Сибирь славит наших болельщиков на всю страну. Следовать своим принципам – семья, дружба, страсть, матч за матчем. Игра продолжается. Любой вид спорта – это шоу. Хоккей не исключение. Его невозможно представить без зрителей. Но люди, которые приходят сюда, не просто болельщики. Для них Сибирь – это не просто хоккей. Они и есть Сибирь. Болельщики Сибири для меня – это семья, которую я уже, наверное, тоже себя без них не представляю. И благодаря Сибири узнала очень многих людей, которые вошли в мою жизнь, и я надеюсь, они не выйдут из нее. Единомышленники, которые болеют за один клуб, и, в принципе, какие бы там между конкретными людьми отношения не складывались, но это все равно же, люди, это как отдельный коллектив уже получается, болельщики. Все равно, тем не менее, они хоть и поругались друг с другом, но болеют за один клуб. Уже семья практически. Практически семья уже, потому что говорю, что это, действительно, всех знаешь, мы стали встречаться. У нас, кстати, один из болельщиков стал крестным
наверное, уже родные люди. Сколько бы новых фанатов не появлялось на трибунах, сколько бы не интересовалось с нуля людей в Новосибирске этой игрой, ты идешь по стадиону, идешь по улице Новосибирска и каждый раз с кем-то обнимаешься, с кем-то обмениваешься прогнозами. Это уже семья. Сибирь, Новосибирь! Вперед! Вперед! 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 Сибирь, Новосибирь! Вперед! Вперед!